хвост – это Амераукан. И он будет становиться все красивее и красивее. Красавец ты! Араукана без хвостика и вот с такими бакенбардами. Вот такие у нас красивые сережечки. Это еще маленький цыпленочек считается. Ну и пойдемте посмотрим, что нам снесла наша хохлатая курочка, которая сидит у нас с амерауканами и арауканами. Идемте посмотрим. Каждый раз захожу сюда и все, надеюсь, может быть, уже голубое яйцо будет. Может будет, а может будет голубое яйцо в этот раз. Тепленько, смотрите, вода в помещении не замерзла. Это очень хорошо. Это прекрасно. Смотрите, чашечные поилки работают. Вода есть в минус 10. Так, ну показывайте. Это ведерко лежит. Я им в прошлый раз, уезжая, оставляла хлеб. Съели весь хлеб. Заберу, принесу новый. Ну что, показывайте, что у вас тут. Ура! Голубое яйцо! Боже, какое красивое! Класс! Смотрите, еще есть! Класс! Голубые яйца пошли у нас! Боже, какие красивые! Молодцы! Это вот эти курочки, смотрите, вот 3 курочки. Это их яички. Кто-то из них уже начал нестись. Класс! Смотрите, какие! Интересно, какие они на вкус? Вот такие вот у нас яйца араукана. Это яйца араукана. Класс! Молодцы! Порадовали меня! Смотрите, вот это, я надеюсь, что 4 курочки. Хотя мне писали в комментариях, что вот это черный петух, амераукан. Но я все равно не теряю надежды. Я думаю, что это курочка. И вот, смотрите. Вот их яйца. Вот они. Красавцы. Класс. Такие красивые. Они как бы голубой с бирюзой такой. Красивые яйца. Вот это араукана яйца. Порадовали меня сегодня мои арауканчики. Молодцы. Добавочка к нашим яйцам. Красивые такие, да? Это ваши, молодцы. А хохлатая курочка, смотрите, какая труженица. Я же вам не показала, я сразу кинулась за голубые яйца. А у нас же еще есть труженица. Смотрите, сколько. Так, меня не было 5 дней. Вот одно яйцо в день она как раз и несет. Смотрите. Как раз по одному яйцу в день. Вот. А это вот той хохлатой курочки. Это вот этой хохлатой курочки, вот это яйца. Молодец. Каждый день одно яичко. 5 штучек. 5 штучек. А вот это, я вам напомню, это не настоящее. Вот видите пластик? Это у меня игрушка. Это детская игрушка. В форме яички. Купила я ее в магазине. Вот так вот. И здесь тоже одна игрушка будет лежать для примера, чтобы они знали, что сюда нужно снести. Эта игрушечка нужна здесь для того, чтобы курочки знали, что нужно принести яичко именно сюда. Именно в это гнездышко. Да? Красоточки вы мои. Ну и, конечно же, я хочу взвесить, сколько
весят первые яйца араукана. Одно яйцо 41 грамм. Это самые первые яйца курочки. Второе яйцо у нас 40 грамм. И для сравнения я взяла яйца обычных моих поместных кур-молоток. Одно яйцо у нас 45 грамм, далеко не ушли от арауканов. И второе яйцо 51 грамм. То есть зрительно мы видим, что они почти что одинаковые. Но литература нам пишет, что яйцо араукана может укрупниться до 58 грамм. Но я думаю, что это не факт, потому что в литературе пишут, что араукана заносится в 6 месяцев, а у меня арауканы занеслись в 5,5 месяцев. Поэтому будем наблюдать, посмотрим. Минус 10 даже можно считать. Вот хорошо видно. Я открыла арауканов, чтобы они погуляли. Но смотрите, никто не хочет выходить. Поэтому, чтобы у нас не было теплопотерь в курятнике, я закрою эту дверь. Не хотите? Не надо. Чтобы не было теплопотерь, я их закрою. И вот так вот на дверь идет солнышко. И у них в курятнике очень тепло. То, что нам и надо. В вольере у арауканов и у одной хохлатой курочки тоже сухо, чисто. Вот такая травка сверху застелена. Чистая водичка. Так как у них не замерзает вода в вольере, поэтому я ставлю ведро с водой. Ну и размоченный хлеб, вкусняшки, благодарность за то, что начали нестись курочки. Петушок зовет всех, зовет курочек, всех зовет. А его никто не слушается, потому что никто не голодный. Ну идите же, он вас так зовет. Настилаю я побольше соломы, чтобы это было тепленько им здесь. Вот так вот хорошо и сухо. И тогда курочки будут нестись зимой, как летом. Вы знаете, в теплице у петухов такая Африка. Я за них переживала, думала, им холодно. Слушайте, здесь можно загорать. Обалденно здесь. Можете за них не переживать. И я теперь за них буду спокойна. Еда есть. Вода у них даже не замерзшая, ни грамма. И здесь, ну, я не знаю, наверное, плюс 20. Такая жара здесь. Поставила им хлебушка. А как же? А как же? Им тоже нужно, им тоже хочется хлебушка. Так, профессор, слазь уже, кушай, иди. Боится. Иди. Никто тебя трогать не будет, пока будут кушать. Слазь, слазь. Вот так. Если вы спросите, почему я не убрала с левой стороны перцы и вот эту всю завязку, не убрала для того, чтобы у них было как бы убежище, чтобы им было где спрятаться. Ну вот сейчас я вижу, что это уже все потеряло свой смысл, потому что оно все высохло. И если у меня сегодня будет время, я обязательно постараюсь это все убрать, потому что уже становятся эти ветки, эти нитки становятся здесь опасными. Петух может там запутаться. Поэтому я сейчас быстренько все поделаю в курятнике.
И приду здесь, это все постараюсь быстренько убрать. Ну, слазь, иди кушай, не бойся. Хлебушек вкусненький, мягенький. Обязательно размачиваю его в воде, в холодной воде. И зимой я своей птице всегда даю все в холодном виде. В теплом не нужно этого делать. Излишняя как бы забота о птице делает им нехорошо. Птица потом может заболеть. Они должны привыкать к холоду постепенно. Поэтому все даем холодное. Вода холодная. Размоченный хлеб в холодной воде. Никакой теплой воды. Я так делаю всегда. И вот рассказываю, как делаю я. Ну, вот так вот с удовольствием едят хлебушек. Можете видеть, петушки не худенькие, не бедненькие. У них всегда есть корм. Полная бункерная кормушка. И, конечно же, моя излишняя забота. Все волнуюсь, что вдруг, а вдруг еще и даю добавочку. Тепленько здесь. Все, я за них спокойно. На улице минус 10, а здесь все плюс 20. Очень тепло. Ну, когда же он слезет? Вот я стою, жду. Ну, когда же ему хватит храбрости, смелости слезть и пойти поесть хлеб? Ну, давай, слазь уже. Трусливый этот петух. Трусливый все-таки. Он на племя, как характер, очень у него трусливый. Не знаю даже. Внешне он красивый, но очень-очень трусливый. Хочется очень хлеба, но так боязко, что просто ужас. Слазь уже. Цып-цып-цып. Гребешки у всех, смотрю, целые. Никаких тут ран. Следов крови нигде нет, поэтому, слава богу, все у нас тут с петушками нормально. Спустился все-таки наш трус, петушок, и кушает хлеб. Вот так вот. Драк никаких нет. Петухи живут здесь мирно. Все, поделили территорию, они знают, кто у них тут хозяин, и живут здесь мирно.